Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого «Дитрих и Жан Габен». Вообще, феномен гламурности Марлен Дитрих невозможно понять без одного эпизода. Вот здесь, вот в этом вот самом здании, однажды Марлен должна была вручать ежегодный «Оскар» за признанный лучшим зарубежный фильм. Что может быть проще – выйти на сцену, чтобы произнести по бумаге пару слов? Другая на ее месте так бы и поступила, но это была бы не Марлен Дитрих. Сначала знакомые помогли ей узнать, как будет выглядеть сцена зала. Там было сочетание трех цветов – белого, голубого, а также красного. «Ага», – сказала Дитрих, – «все женщины тогда оденут розовые и белые платья. Стало быть, я должна быть в черном». Однако это было еще не все. Марлен не успокоилась, пока не выяснила, что будет выходить из кулисы справа, после чего на платье был сделан разрез со стороны, повернутой к зрительному залу. Очень жаль, что выход ее оператор заснял не полностью, но и без того превосходно видно, что успех получился ошеломляющим. Зал совершенно спонтанно встал, и зрители устроили ей овации. Это было искусство, искусство мастера, и это искусство отличало и отличает ее от всех. Умение максимально извлечь эффект из самого малозначимого по замыслу эпизода. Здесь ей, разумеется, помогал интеллект. Она была высокообразованным и всесторонне развитым человеком. Очень любила музыку, особенно произведения Штрауса и Стравинского. С детства умела играть на скрипке. Собрала первоклассную коллекцию французской живописи. Около 2000 книг находилось в ее личной библиотеке, причем подавляющее число из них, вне всякого сомнения, были ею и даже не один раз прочитаны. Страницы пестрят пометками, сделанными ее рукой. В своих воспоминаниях Марлен с легкостью и очень удачно к месту ссылается и на классиков, и на современников, цитируя то философов Иммануила Канта или Джеймса, то прозаиков Хемингуэя, Фолкнера, Достоевского, то поэтов Тагора, Гёте и Шарля Бодлера, а ведь мемуары сочиняла она сама, без, скажем так, посторонней помощи. Она и сама писала. Сборник ее поэм под названием «Ночные мысли» был издан в 2005 году ее дочерью. Если не полностью, то почти Дитрих равнодушна была к спиртному. Разве что изредка могла выпить бокальчик вина за ужином. Зато с никотиновой зависимостью, к сожалению, все обстояло с точностью да наоборот. Много лет подряд ее доза составляла около 30 сигарет за день. И так продолжалось, пока однажды ее знакомый, актер и режиссер Ноэл Кауард, такой же заядлый, как и она, курильщик, не предложил заключить пари. «Спорим, что ты не сможешь бросить курить». «Легко», – сказала ему Марлен, спокойно затушила свою сигарету и больше уже никогда не взяла ее в руки. Невзирая на начавшуюся страшную ломку, она перестала нормально спать и вынуждена была принимать лекарства. Не забывайте подписываться на наш канал. Следя за имиджем, она тратила баснословные суммы на одежду, из-за чего у нее постоянно возникали проблемы с налогами. Она пыталась списывать эти траты как профессиональные расходы. Даже еще при жизни о Марлен Дитрих было написано и сказано немало чушь. И она не могла понять, как так можно. О ней писали те, кто ее не знал, и даже не звонил ей по телефону. Интересно, что бы сказала она сейчас, увидев в интернете такой вот заголовок? У Дитрих было по 3 любовника в день, каждый день. На голову не налазит, а люди смотрят. Причем из десятков, а временами и сотен тысяч, только несколько задают вопрос. А интересно, когда же она работала? А работать на самом деле приходилось ей тяжело, зачастую с утра до глубокой ночи, поэтому поесть она успевала, как правило, только 1 раз в день и спала от силы не более 5 часов в сутки, объясняя постоянным недосыпанием
неизменную стройность своей фигуры, ибо, если не считать нескольких попыток сыграть на корте, гимнастику она не жаловала. Вечная занятость являлась, кстати, одной из причин ее отсутствия на всех, без исключения, вечеринках в Голливуде. Впрочем, была и другая. Женщина не переносила шумных тусовок, и если ей позволяло время, предпочитала коротать его в максимально узком кругу друзей, в подавляющем большинстве своем эмигрантов из Франции, актеров и режиссеров, болезненно переживающих свое положение. В какой-то степени ее дом являлся для них отдушиной, где можно было собраться, ни к чему не обязывающе посидеть, покушать французской пищи и пообщаться с себе подобными, а также разжиться советами относительно тонкостей жизни в США. Марлен помогала им адаптироваться к новой среде, решая посильные ей проблемы. И не ее вина, что, несмотря на ее усилия, многие из них так и не нашли себя в США и вынуждены были сменить работу. Не смог найти себя здесь и человек, которому она уделила больше всего внимания. Это был знаменитый французский актер Жан Габен. Марлен считала его гениальным. Она очень сильно полюбила его, вылепив для себя что-то вроде образа сироты, которого она взялась опекать, стараясь стать ему как бы матерью. Она, единственная из близко знавших характер Габена, находила его не жестким, а мягким. Таким он, во всяком случае, казался ей, или таким Марлен хотелось бы его видеть. В этом смысле нарисованный ее воображением портрет был на самом деле более чем далек от любой реальности. Если человек, жизненно заинтересованный в голливудских контрактах, все, что умел Габен, это играть, способен был, не начав еще работать, до такой степени испортить отношения с поначалу рассчитывавшей на него киностудией, что она предпочла отказаться от производства фильма, это, как говорится, уже диагноз. Не забывайте подписываться на наш канал. Габен французом был до мозга костей и оттого болезненнее других страдал от вынужденной разлуки с родиной. Его дом в Брентвуде, нашла его, разумеется, Марлен Дитрих, ценой огромных усилий был полностью обставлен ею же французской мебелью, всем тем, что удалось найти на барахолках и в секонд-хенде. В этом рукотворном кусочке Франции, только в нем, Габен не испытывал дискомфорта. Но даже в нем нуждался как в помощи, так и в женщине. И все это нашел в Марлен Дитрих. В одном лице она была для него подругой, кухаркой, переводчицей, учителем и советником. И это в любое время и дня, и ночи. В общей сложности их связь продолжалась около 8 лет. Но посмотрите на фотографии. Ни на одной из них рядом с Дитрих Жан Габен, блестящий артист, даже не пытался казаться счастливым. Нет, что там не говори на любимую женщину, так не смотрят. И это говорит о том, что их связь от начала и до конца была улицей с односторонним движением. Окончательно зашедший в тупик после неожиданного провала в прокате единственного их совместного фильма «Мартин Руманьяк», английское название «Комната наверху». Тем более, что незадолго до этого Марлен уже отвергла другой, написанный специально для них сценарий. К этому моменту Вторая мировая война уже закончилась, и Габен опять мог сниматься и жить во Франции. Марлен рядом с ним во всех отношениях была уже не нужна. Впрочем, как мы об этом уже говорили, он с самого начала не помышлял о каком-либо совместном будущем с Марлен Дитрих. Не забывайте подписываться на наш канал.